Итак, у нас сегодня тест работы влагозащиты в часиках R7 Pro от Blackview. На вот этих самых горочках сегодня буду кататься в них весь день. В принципе, буду проверять именно влагозащиту. Здесь заявлена пыль влагозащиты по стандарту IP68. Соответственно, восьмерочка у нас по воде, то есть самый высокий класс для бытовой техники. Ну и по сути получается, что пылезащиту я, наверное, нигде проверить не смогу, так как это нужно какую-то песчаную бурю искать. Но по воде мы сегодня все проверим. Привет! Сегодня в видео я расскажу о спортивных фитнес-часах от компании Blackview. Данная модель получила название R7 Pro, и несмотря на то, что сам производитель не вводит никого в заблуждение, называя свой девайс именно спортивным, лично я считаю, что элементов умных часов в них намного больше, чем у тех же конкурентов от Halo. В устройстве есть собственная память для музыки, да, она небольшая, но есть, а также встроен динамик и микрофон. С часов можно совершать звонки и принимать вызовы, при этом сим-карта в них не вставляется, все работает в связке со смартфоном. Ну и про стандартный набор опций, присущих подобным устройствам, здесь также не забыли. Плюсом ко всему для работы доступно 9 языков, локализация обширная, и русский, разумеется, тоже имеется в наличии. И вот при стоимости в плюс-минус $40 я как-то даже затрудняюсь назвать им конкурентов с подобными возможностями. Конечно же, в нашей реальной жизни не бывает все так дешево и хорошо, на чем-то явно сэкономили. И в основном это коснулось непосредственно самого экрана. Здесь установлена IPS-матрица размером в 1,28 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. В принципе, вроде бы и неплохо, но в некоторых видах циферблатов пикселизация на скруглениях видна сильно. Помимо этого и рамка вокруг дисплея толстовата, особенно в сравнении с размерами самого корпуса часов. В данный момент производитель попытался обыграть нанесением рисунка с насечками, имитирующего безель. В принципе, если поставить какой-то watchface в темных тонах, то смотрится вроде как нормально. Сам экран прикрыт закаленным 2,5D стеклом, и после 2 недель моих тестов могу сказать, что с ним все в полном порядке. Обычно к этому времени я умудряюсь где-то как-то хоть одну царапину поймать, однако тут пока обошлось. Вообще, если говорить о материалах изготовления, то как раз на них экономить не стали. Основной корпус выполнен из металла. Обе физические кнопки на правом торце также металлические. Ремешок силиконовый, быстросъемный и довольно приятный. Застежка классическая и опять же металлическая. Ширина ремня под замену имеет стандарт 22 мм, так что какой-нибудь другой ремешок с Алиэкспресса подобрать будет несложно. Нижняя часть, которая примыкает к запястью, выполнена из пластика. Здесь расположены контакты для подключения зарядного кабеля и основные датчики. Помимо всего прочего, сюда же с противоположных торцов установили громкий динамик и микрофон. Как я и говорил в самом начале, по часам можно полноценно отвечать на входящие звонки. Они вполне неплохо справляются с поставленной задачей. Ну вот небольшой тест работы микрофона, встроенного в часы R7 Pro от Blackview. Я сейчас нахожусь в автомобиле, еду со скоростью 80 км в час. Окна, понятное дело, как в тесте с TV с наушниками, я открывать не буду. Но сценарий работы микрофона и ответа на вызов прямо с часов, наверное, это самый оптимальный. Вот так вот у меня находятся часы, то есть рука на руле, 20-30 сантиметров примерно расстояние до микрофона. Ну и вот как-то так отрабатывает здесь встроенный микрофон. Здесь, кстати, очень громкий динамик еще до кучи стоит. То есть можно нормально и разговаривать по телефону, и слышать собеседника. Опция довольно интересная, учитывая, что часы стоят там в районе 3000 рублей. Так что, вот такой вот сценарий использования я решил протестировать, и вам продемонстрировать в этом видео. Как я уже успел отметить, динамик здесь очень громкий. В принципе, если вдруг в какой-то момент станет очень скучно, то часы можно включить вместо колонки, ведь в них есть свой собственный модуль памяти. Да, он совсем крохотный, для музыки отведено всего лишь 120 мегабайт, однако на 20 песен в формате MP3 по идее хватить должно. Загрузить их можно просто напрямую с ПК через комплектный зарядный кабель.
Помимо всего прочего, при желании к часам можно подключить и беспроводные наушники и слушать музыку уже максимально автономно от смартфона. Для каких-то коротких пробежек или же упражнений сценарий самое то. Жаль, только памяти не так много, но у других в данном ценовом сегменте и такой возможности нет. И кстати, раз уж я затронул вопрос по связи, то здесь как раз кроется и вторая статья, на которой немного сэкономили. Для работы со смартфоном в часах используются два протокола Bluetooth: 4.0 для передачи данных и 3.0 для совершения звонков. Интерфейсы хоть и старенькие, но лично я каких-то глобальных проблем в работе не обнаружил. Часы всегда на руке, а смартфон большинство времени в кармане, но при этом даже поход в соседнюю комнату или кухню отключением не сулит, разумеется, в пределах 5-8 метров от смартфона. Теперь что по эксплуатации. Навигация и перемещение по меню часов происходит посредством сенсорного управления. Попасть внутрь можно с помощью нижней физической кнопки. Верхняя отвечает за принудительную блокировку и разблокировку. Скроллинг на удивление шустрый, без фризов. Само же меню очень простое, с нормальным читабельным шрифтом. Из спортивных активностей есть всего 9, и все они сухопутные. Несмотря на то, что сами часы имеют очень высокий класс защиты IP68, отслеживать водные процедуры с них нельзя, что довольно странно. Лично я по воде проверил их по полной. Водные горки, гидроудары в бассейне и длительное плавание никак не повлияли на их работоспособность, в особенности на встроенный динамик. Как работал, так и продолжает это делать. Как-то очень давно подобного рода часы я себе покупал. Это были Amazfit Verge. Там тоже есть динамик и микрофон, собственная память и функции очень похожи, разве что экран стоит намного лучше. Но там и ценник был в 4 раза дороже. При всем при этом защитой от воды они не обладали. Оттого купаться в них было категорически запрещено. Здесь же при прочих равных, несмотря на отверстие, полет отличный. Единственный момент, как и все Bluetooth устройства, при погружении под воду связь со смартфоном они теряют. При этом взаимодействие с экраном под водой блокируется, случайно ничего не нажмется. Свайпами по экрану справа налево и наоборот можно прокручивать виджеты музыки, шагомера, сна, измерителя пульса, либо посмотреть текущую погоду. Если смахнуть по дисплею сверху вниз, то на экран вылетает меню быстрых функций. То же действие наоборот вызовет панель с уведомлениями. И вот тут-то кроется третий не очень приятный момент, который я обнаружил. А дело все в том, что на этой вкладке увидеть можно только 3 последних уведомления. С каждым последующим они перезаписываются. Шрифт здесь хоть и не как у часов Halo, прочитать сообщение можно, но смайлы не отображаются. Таким образом, хоть уведомление на часы и приходит, но по своей сути реализация так себе. А вот в журнале звонков немного погуще. Увидеть можно 10 последних действий. Что же касается самих измерений, то здесь каких-то сильных проблем я не обнаружил. Пульс и шаги считают нормально, сон номинально мониторят. Только вот спать в этих часах лично мне было не особо удобно. Они громоздкие, а непосредственно кнопки имеют свойство цепляться за постельное белье. Но сама по себе функция рабочая, лежа на столе сон часы считать не будут. Посмотреть все полученные данные, а также настроить часы можно, скачав программу H-Band. Помимо выбора приложений для уведомлений, здесь можно задать будильники, выбрать контакты для быстрого дозвона, обозначить интервал активного дисплея и многое другое. Также здесь имеется возможность выбрать один из 82 имеющихся циферблатов, либо как я сделать свой из фото или картинки. Примечательно, что кастомизировать собственный watch face можно не только изменив фото, но, к примеру, поменяв положение самих часов или же той информации, что отображается над ними. И вот, казалось бы, мелочь, но довольно приятная. Что же касается автономности, то здесь все очень и очень неоднозначно. Все будет напрямую зависеть от интенсивности использования часов в качестве альтернативы телефону для разговоров, либо прослушивания музыки, потому как динамик с микрофоном здорово съедают заряд при длительном использовании. Лично у меня в смешанном режиме часы живут 4-5 дней, но при этом я выкручиваю яркость на полную катушку на все 12. При их использовании только для уведомлений погоды и каких-то базовых задач, скорее всего, можно выжить и больше недели, но у меня не получалось. По-хорошему, сценарии у всех разные, оттого и автономность от случая к случаю будет отличаться. Внутри корпуса установлен аккумуляторный блок на 280 мАч, а время их полного заряда от 0 до 100% не превышает 1 часа. В целом показатели самые обычные, ничего экстраординарного по данной дисциплине нет. Ну и если кратко подытожить все, что я сегодня изложил в своем видео, то, учитывая стоимость, данные часы выглядят весьма интересным устройством, в особенности для тех, кому необходима возможность совершать звонки и отвечать на них с помощью часов.
Плюсом ко всему здесь есть встроенная память, хоть и небольшая, а также имеется возможность подключить к ним беспроводные наушники, то есть сделать часы на некоторое время максимально автономными от смартфона. По отслеживанию здоровья мы имеем некую минимальную базу, без измерения кислорода и каких-то дополнительных параметров, но и ключевой особенностью и не последним преимуществом перед конкурентами будет хорошая пылевлагозащита по стандарту IP68. Но несмотря на все эти качества, надо не забывать и о некоторых неприятных моментах, про которые я сегодня рассказывал. Не стоит питать завышенных ожиданий, устройство недорогое, но своих денег стоит. Лично мне эти часы очень понравились, были бы они еще в прямоугольном исполнении, так вообще было бы супер. В общем, вот такие интересные часики получились у Blackview, и вроде бы все, что хотел про них, я рассказал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.